Всем привет, я Зырин Геннадий из команды Руэндуро. Это видео о замене поршня на двухтактном КТМ, модель 250 SX 2013 года. Поршень меняется по пробегу. Если вы не чемпион России по мотокроссу, то достаточно его менять раз в 60-70 моточасов. Если вдруг вы не знаете пробег своего поршня, то примерно его износ можно оценить, сняв резонатор и посмотрев в выпускное окно. На новом поршне имеется мелкая насечка, ее можно почувствовать на ощупь. На изношенном поршне эта насечка заполировывается и исчезает. Пока насечка присутствует, то масло хорошо задерживается на поверхности поршня и цилиндр не изнашивается. Как только насечка заполировалась, это значит, что масло задерживается плохо на поверхности поршня, и вы рискуете испортить цилиндр. Номинальный диаметр поршня на этом мотоцикле 66,34 мм. При первой замене можно поставить номинальный размер. Если у вас вторая или третья замена, то лучше поставить поршень группы B диаметром 66,35 мм. Если вы вовремя меняете поршень, то цилиндр ходит довольно долго, до 5-6 замен поршня. Можно, начиная с 3-4 замены, сделать хонинговку цилиндра, при этом снимается где-то 1/100 мм, и, соответственно, можно поставить чуть более полный поршень. Нам понадобится новый поршень, в комплект которого входят новые поршневые кольца, палец, стопорные кольца. Также понадобится моторное масло для сборки. Также я залью триботехнический состав Супротек. Конечно же, понадобится набор инструментов и новые прокладки. В оригинальном наборе прокладок КТМ есть 4 вида прокладок по толщине. Это нужно, чтобы создавать разную степень сжатия. Но так как в стандартных настройках мотоцикла меня все устраивает, я поставлю номинальную толщину. Сперва снимается сиденье и бак. Для очистки резьбовых соединений, а также колодца свечи, я использую специальный очиститель Супротек. Теперь нам нужно слить антифриз из системы охлаждения. Снимаем резонатор, начинаем со снятия пружин. Здесь у меня установлена не оригинальная деталь, это я взял обычный автомобильный патрубок резиновый и закрепил его 2 хомутами. Откручиваем верхний кронштейн крепления двигателя. Сначала срываем гайки, теперь окончательно их откручиваем, удерживая болт с обратной стороны. Очень удобно то, что на этом инструменте головка двигается относительно удлинителя, и, соответственно, очень удобно откручивать эту гайку, потому что когда удлинитель прямой, то он упирается в раму. Запомним, как проходил трос газа. Он проходил справа от этого кронштейна. Все соединения нам нужно хорошенько промыть очистителем, чтобы при снятии крышек и снятии цилиндра грязь не попала внутрь мотора. Теперь снимаем патрубок, соединяющий радиаторы, для того, чтобы он нам не мешал снять цилиндр. Снимаем крышку привода выпускной шторки. Снимаем аккуратно, потому что здесь прокладка, чтобы ее не повредить. Отсоединяем привод выпускной шторки. Для этого нам нужно снять стопорное кольцо. Оно отводится назад и вынимается вниз. Теперь это просто отщелкивается. Теперь уже можно вынуть прокладку. Теперь снимаем левую крышку привода шторки. Сняв эту крышку, мы открыли доступ к 4-й гайке, удерживающей цилиндр. Далее отсоединяется патрубок к головке цилиндра. Снимаем свечной колпачок, ослабляем свечу. Полностью ее снимаем в последний момент, чтобы минимизировать попадание мусора внутрь цилиндра. Снимаем шланг вентиляции картера. На мотоциклах КТМ он выведен наверх, это очень удобно. При проезде луж этот шланг не цепляет воду.
Я не рекомендую откручивать головку цилиндра, потому что в этом нет необходимости. Гайки крепления цилиндра сперва необходимо ослабить крест-накрест. Теперь можно снять свечу и цилиндр. После того, как мы цилиндр приподняли, нужно кикстартером опустить поршень в нижнюю мертвую точку. Только тогда вам хватит места, чтобы вынуть цилиндр. Перед снятием поршня мотор желательно закрыть, чтобы ничего не упало внутрь. Стопорное кольцо установлено разрезом вверх, поэтому для снятия его нужно провернуть к технологическим прорезям. Снимать кольцо можно как угодно, а устанавливать надо аккуратно, чтобы оно не потеряло упругость и не выскочило при работе двигателя. Все, теперь можно вынимать поршневой палец и снимать поршень. Верхний подшипник шатуна я менял в прошлый раз, поэтому сейчас мы его менять не будем. На новом поршне нанесена насечка для удержания масла. На старом поршне видим, что она затерлась. Также на старом поршне есть нагар от масла. На двухтактном поршне, в отличие от четырехтактного, кольца устанавливаются разрезом по метке и маркировкой вверх. Поршневые кольца одинаковые. Установка стопорного кольца очень ответственный момент, нельзя его сильно деформировать, чтобы оно не потеряло упругость. Стопорное кольцо необходимо повернуть разрезом вверх, чтобы оно не вылетело при работе двигателя. Для лучшей фиксации я рекомендую обновлять насечку утконосов надфилем. Готовим мотор к установке поршня и цилиндра. Снимаем старую прокладку. Протираем поверхность. Прежде чем ставить поршень, смотрим, не попала ли пыль на коленвал. При сборке мотора смазываем все детали моторным маслом. Совмещаем все отверстия. И утапливаем поршневой палец до конца. Поршень устанавливается вот этой стрелкой в сторону выпуска. Это нужно для того, чтобы разрезы колец не попали в окна. Закрываем двигатель тряпкой, чтобы стопорное кольцо, не дай бог, не упало внутрь двигателя. Устанавливаем второе стопорное кольцо. Опа! Не до конца пока, но сейчас все будет. Опа, все, защелкнулось. Теперь кольцо нужно повернуть разрезом вверх. Вы видели, что старая прокладка снялась довольно легко, и она не прикипела к двигателю. Это потому, что я всегда смазываю прокладки маслом перед установкой. Заодно смажем поршень. И теперь мы готовим цилиндр к установке на мотоцикл. Для этого нам нужно его обильно промыть. Изнутри помыть механизм шторки с одной стороны, с другой, саму шторку через выпускное окно, помыть выпускное окно, а также колодец свечи. Помытый цилиндр перед установкой смазываем. Смазываем механизм привода шторки с одной стороны и с другой стороны. Чтобы установить цилиндр, поршень надо опустить в нижнюю мертвую точку. Далее никаких тонкостей нету, сборка идет в обратной последовательности. Гайки крепления цилиндра затягиваются постепенно крест-накрест с усилием 35 Нм. Крышки привода шторки затягиваются слегка с усилием 6 Нм. Верхнее крепление двигателя обтягивается постепенно с усилием 33 Нм.
На поездивших мотоциклах выпускное окно разбивается, и уплотнительные резинки быстро изнашиваются. Чтобы этого избежать, я обматываю резонатор фум-лентой, чтобы он плотно заходил в цилиндр. Антифриз мы будем заливать новый. У нас есть концентрат антифриза. Разбавим его с дистиллированной водой в пропорции 1 к 1. После заливки антифриза необходимо сделать пробный пуск двигателя и проверить уровень. В завершении я залью бензин и добавлю Супротек Мототек 2 для защиты двигателя. Надеюсь, информация была полезна. С вами был Геннадий Зырин. Вступайте в мотосообщество Руэндуро, а также подписывайтесь на канал Stantex.ru.